Дорогие друзья, добро пожаловать на вебинар по теме торговые сетапы на Rentix графиках. Тема эта достаточно обширная, к сожалению, в рамках одного вебинара ее полностью раскрыть невозможно, поэтому сегодня мы начнем с определенной базы, а это именно связка Rentix графика с профилем объема. То есть мы научимся определять структуру рынка, куда нам предпочтительнее открывать, в какую сторону сделки, в long или short, и попробуем научиться определять определенные уровни для принятия торговых решений. Вот. А также мы вообще рассмотрим какие-то базовые моменты по типу, зачем нам вообще нужны альтернативные типы графиков, почему мы не можем делать то же самое на каком-нибудь 5-минутном графике, как настраивать под крипту такие графики, потому что если мы берем классические рынки, там в целом не присутствует такое понятие, как масштаб, проблемы какой-то пониженной ликвидности и всего остального, что есть на крипте, и получим какую-то определенную базу в виде торговой области, которую мы будем потенциально анализировать также в следующих вебинарах. Единственное, что хотелось бы проговорить, то, что вы увидите в сегодняшнем видео, это не какая-то самостоятельная торговая стратегия, и вы должны то, что вы воспримете для себя полезным, просто попытаться интегрировать в рамки своего какого-то опыта, самостоятельного анализа более глобального контекста рынка. То есть мы не можем взять просто какой-то фрагмент и пойти торговать, пробовать торговать на рынке на реальных депозитах, потому что чаще всего это приведет к каким-то завышенным ожиданиям от того или иного метода и получению результата, который обычно получают трейдеры, когда пытаются побыстрее пойти и применить какой-то новый метод на рынке. Вот, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Перед раскрытием самой темы вебинара, наверное, было бы логично сначала представиться. Меня зовут Данил Соловьев. Я занимаюсь трейдингом с середины 2016 года, то есть практически уже 7 лет. И последние 3 года я занимаюсь алгоритмической торговлей, то есть созданием индикаторов, торговых стратегий автоматических или полуавтоматических. И озвучиваю это только для того, чтобы обозначить тот момент, что большинство методов, которые я буду вам показывать, они прошли через бэктест на достаточно большом историческом периоде данных. То есть бэктест — это тот инструмент, который позволяет помочь трейдеру понять, торговый метод, который он использует, он вообще отличается от подкидывания монетки для принятия торговых решений. Поэтому это все равно не дает возможности брать исключительно один какой-то метод без связки с каким-то более глобальным пониманием контекста рынка и брать его использовать на рынке бездумно. Но все-таки такой подход, он позволяет более уверенно относиться к тому или иному варианту использования метода в рамках того же самостоятельного анализа контекста рынка. Вот, теперь мы можем переходить к непосредственно самой теме вебинара. Единственное, что еще хочу обозначить, что если у вас возникают какие-то вопросы, вы, конечно же, можете писать их в комментарии под этим видео, но достаточно быстрее вы получите ответ конкретно от меня, если перейдете в наше комьюнити в Telegram. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. И там, во-первых, вы сможете обсудить тот или иной метод с другими трейдерами, а также получить какой-то фидбэк или ответ на вопрос от меня. И еще буду признателен, если после просмотра вебинара у вас останутся какие-то предложения по теме, по формату и так далее. Тоже было бы классно, чтобы вы это обозначили в нашей телеграм-группе, для того, чтобы качество контента улучшалось и аудитория была довольна, а значит, будем довольны мы. Вот. Так, начнем мы, наверное, с плана. Изначально мы вообще разберем, почему мы тот или иной метод хотим применять на Rentix графиках, а не на, например, повторюсь, той же 5-минутке или любом другом фрейме, который основан на временном интервале. Вот, какие преимущества дают такие графики. Потом мы рассмотрим, как их настроить, потому что, в принципе, это не очень сложно, но, например, криптовалютный рынок имеет такой недостаток, как не совсем большая ликвидность по некоторым монетам, и нам нужно, для того, чтобы получить приятный читаемый график, нам нужно немножко постараться и настроить с помощью инструментов платформы ATAS конкретно его под себя и под свои задачи. Вот. После чего мы перейдем к определению структуры рынка в чисто визуальном формате, то есть это обычный price action, я думаю, там вы ничего нового не услышите, но это нужно обозначить. После чего к вот этому определению структуры price action мы добавим профиль объема для того, чтобы подтверждать наше видение структуры или его опровергать. То есть нам будет легче таким образом
не попадаться в какую-либо ловушку, манипуляцию на рынке. После чего мы с помощью профиля объема научимся определять торговые уровни для принятия определенных решений. Там мы сможем просто видеть банально место, где мы можем ожидать какую-либо реакцию в ту или иную сторону. И после чего мы коротко пробежимся по тому, как искать реакцию на такие уровни, потому что конкретно триггеры для входа в сделку — это отдельная тема, она очень обширная, очень вариативная, и это вообще тема для такого второго вебинара, который вы можете посмотреть потом немножко попозже, после чего попрактикуйтесь именно вот с таким. Вот, если мы попытаемся дать ответ на вопрос, почему нам нужно использовать именно альтернативные типы графиков, то ответ достаточно прост. Мы просто хотим видеть другую картинку, другую визуализацию потока ордеров, а не ту, которую видит большинство. Потому что мы можем закономерно предположить, что ни для кого нет секрет, что большинство участников рынка на рынке при торговле они теряют свои деньги, поэтому если мы будем видеть какую-то другую визуализацию, другие данные для анализа, то мы потенциально можем получить другой результат. Конечно же, это предположение нельзя воспринимать как какую-то истину, но определенную логику в этом лично я для себя нахожу. Вот, поэтому японские свечки, которые строятся на временных интервалах, являются визуализацией потока ордеров. Мы получаем цену открытия, цену закрытия, минимум-максимум за определенный период времени. Если мы рассмотрим любую рейнджевую свечку или любую свечку графика, построенного на волатильности, мы получим точно такие же данные, но не за определенный временной интервал, а за определенный параметр, по определенному параметру волатильности. То есть, что такое волатильность? Это изменение рынка. То есть, одна свечка для нас измеряется не во времени. Вот если мы рассмотрим одну свечку, то она у нас всегда будет иметь одинаковый размер в зависимости от того, как мы настроим. Вот. И поэтому, когда на рынке происходят какие-то определенные проторговки, а рынок находится в проторговках 70% своего времени, то есть если мы посмотрим 5-минутный график, мы вот можем четко для себя определить какие-то постоянно небольшие диапазоны. В таких диапазонах это такой рыночный шум, который чаще всего приводит трейдеров, особенно новичков, в какое-то замешательство. Мы с помощью рейнджевых графиков просто эти диапазоны и рыночный шум профильтруем и получим более чистую структуру. Таким образом, нам будет просто легче анализировать структуру рынка для принятия торгов. Также было бы важно рассмотреть, как именно с технической точки зрения строится этот график в более подробном формате. То есть, окей, мы поняли, что на волатильности, на изменение цены, но для того, чтобы более глубоко вникнуть в эту тему, нужно разобраться с небольшими деталями. То есть, каждая свечка у нас, мы можем, во-первых, каждую свечку альтернативного типа графика разделить на две категории. Это свечки трендовые. То есть трендовая свечка — это та свечка, которая имеет такой же цвет, как и предыдущая. И разворотные. То есть если свечка, например, в этом случае синего цвета, а предыдущая красного, то вот эта свечка синяя будет иметь, мы ее можем отнести к разворотной категории. Вот. Для построения трендовой свечки просто применяется тот параметр, который мы вводим при выборе графика. То есть 6 Range X Chart означает, что каждые 6 тиков будет строиться с трендовая свечка. Разворотная свечка строится по логике того, что ей нужно пройти в 2 раза большее расстояние в обратную сторону. Если мы берем 6 Range X Chart, то получается трендовые свечки будут по 6 тиков, а разворотные свечки тело разворотных свечек будет равняться 12 тикам. Вот, и таким образом мы визуализируем поток ордеров вот по такой логике. Давайте разберемся, как открыть график. То есть вы только вот открыли платформу, у вас не будет доступно именно такое отображение. Вы нажимаете кнопку чарт, выбираете тот инструмент, который вы хотите увидеть. Например, давайте возьмем Шибу. У вас появляется вот такой график в 5-минутной визуализации. Вы нажимаете вот здесь вот на M5 по стандарту и выбираете здесь Range XV Chart. В этом случае недоступно. Давайте попробуем AVAX. Повторюсь, точнее не повторюсь, а обозначу, что Range XV графики это немножко больше высокая нагрузка на компьютер, на ПК, чем временные графики, поэтому иногда прогрузка графика какого-то, она может происходить немножко дольше, поэтому старайтесь вот здесь не убирать галочку авто, а если вы ее убираете, то ставить там не больше 30 дней. Вот, и когда вы выбрали 6 Range XV Chart по любому инструменту, у вас открывается вот такой график, вы можете себе удалить
пока профиль объема, который вам не нужен, и потом вы можете уже приступить к непосредственно анализу такого графика. Единственное уточнение, что в том случае, когда инструмент недостаточно ликвидный и уровней в стакане может быть недостаточно много, то есть вот уровни в стакане, и когда вы видите большие промежутки между такими уровнями, ваш Range XV Chart может строиться такими рыбкообразными моментами. То есть, когда закрывается только вот такая свечка разворотная, то на менее ликвидном инструменте у вас сразу будет там цена где-то здесь. То есть только закрылась, а уже 3 свечки автоматически строятся, и вы, то есть если вы хотите здесь зайти по маркету со стопом сюда, то у вас получится сделка, что вы зашли здесь, и стоп у вас будет уже вот такой. В этом случае на классических рынках нужно просто подбирать значение параметра Range XV Chart, то есть там 4 тика, 5 тиков, 6 тиков, и там это решается с помощью просто изменения, то есть добавления новых параметров вот через конфиг. Если мы нажимаем Range XV, тут добавить, и вводим там новое значение. Там каждые 10 тиков будет там строиться свечка. На крипте этого делать можно не делать, потому что это будет просто дольше. Вы можете просто стандартно выбрать для себя 6 Range XV Chart и просто с помощью масштаба подстроить его под нужный себе вид. Смотрите, автоматически тут стоит вот эта галочка, и автоматически вам платформа будет подбирать то значение масштаба, которое будет приемлемо. И чаще всего, особенно на альткоинах, этого будет абсолютно достаточно, и вы там сможете абсолютно не заморачиваться по этому поводу. Но если вдруг, например, вот платформа ATAS подобрала для монеты Uni параметр масштаба 2. Если вы хотите как бы перейти на более старший фрейм в рамках альтернативных типов графика, вы просто увеличиваете. То есть смотрите, у нас вот началась тут сессия, и у нас тут 100 баров. Мы можем поставить здесь, например, 5. У нас прогрузится график, и у нас с начала сессии будет уже там 22 бара. То есть таким образом вы перешли на более старший таймфрейм. Ну не таймфрейм, а фрейм. И таким образом вы под свои потребности сможете подбирать определенный вид графика. Что такое масштаб? Масштаб — это просто склейка двух соседних уровней. То есть если у нас есть определенный бар, в котором есть там, давайте предположим, 6 кластеров, то есть 6 уровней, то и размером этот бар в 6 тиков, то когда мы, например, и предположим, что это происходит, когда у нас масштаб 1. Если ставите вы масштаб 2, то у вас эта свечка просто сжимается, платформа представляет ее вам в виде 3 определенных кластеров. То есть 6 превращается в 3. Таким образом происходит склейка, и там, где в этом баре на инструментах, где не хватает ликвидности, у вас тут были бы, например, нолики, да, нолики, единички, это не очень полезная информация с точки зрения анализа объемов. То когда вы используете масштаб, у вас таким образом эти нолики и единички склеиваются с соседними уровнями, и в кластерном графике вы увидите более какую-то понятную информацию и удобную, информативную для ее анализа. Вот. Но так как мы пока не лезем в тему кластерного анализа, изменение масштаба вам хотя бы, точнее вот эта склейка, давайте называть это, вот этих уровней на низколиквидных инструментах, она может помочь вам получить график, в котором ваши свечки будут строиться не очень быстро, не очень волатильно, и вы будете иметь возможность для принятия торгового решения. То есть, если вы, повторюсь, у вас есть здесь уровень, вы ждете реакцию, и вы вот ее получаете, чтобы вы не заходили по маркету вот здесь, через там 1 миллисекунду, через 1 секунду после закрытия этой свечки, нужно просто увеличить масштаб и получить время дополнительно для каких-то размышлений о принятии торгового решения. После того, как вы открыли график, я вам рекомендую вот эту панельку закрыть. То есть, во-первых, разместить график в главное окно, то есть просто подвигать график, разместить его так вот в середине и вот эту панельку скрыть. То есть у вас вся основная информация и настройки будут доступны, но не будут занимать слишком много места. Теперь мы можем перейти к определению структуры рынка и немножко поговорим о банальных вещах. Я думаю, каждый трейдер рано или поздно, точнее не рано или поздно, он чаще всего начинает с анализа какого-то технического анализа, по которому есть достаточно большое количество литературы. И он первое, с чем, наверное, знакомится, это формация голова и плечи. То есть она выглядит вот так вот. И по определенной логике он с помощью вот таких вот формаций технических определяет структуру рынка.
Окей, в принципе, этот подход имеет место быть, если он не бездумный, и вы как бы тоже понимаете, что вы именно хотите увидеть и где вы хотите увидеть ту или иную информацию. Но, но вот эта история, она со временем развивалась, и сейчас мы можем примерно похожую логику разобрать уже в более предметном варианте и понять, как мы хотим видеть те или иные формации конкретно в связке с профилем объема и с использованием RangeXV графиков. Я еще забыл объяснить, почему мы используем конкретно RangeXV, а не, например, Renko графики, которые более привычны. Если мы сейчас здесь включим, например, один день, то, в принципе, да, у нас есть здесь момент повышенной волатильности, график такой рваный, но это случается достаточно редко именно на RangeXV графиках. Если мы включим, например, 6 Renko, то мы увидим вот похожую ситуацию. Давайте подождем, пока она прогрузится. То есть мы увидим вот такую ситуацию в том же месте, и если там у нас она занимает просто одну свечку, и мы, в принципе, после этого можем просто подождать и понять, что рынок переходит в более спокойную фазу, то на Renko графиках это будут вот такие большие диапазоны, и это, кстати, в лучшем случае. То есть чаще всего, просто сейчас не хочу тратить время, там вот эта история может быть вот какой-то вот такой, и это очень портит визуальное отображение графика, и становится просто неудобно воспринимать ту информацию, которую мы хотим увидеть. Поэтому на RangeXV графиках такой истории нету, а если она есть, она как бы занимает вот примерно такой формат, который не очень сильно портит общую картинку. Вот, теперь перейдем и поговорим к теории поговорим немножко о структуре рынков в понимании price action. То есть нам нужно уметь определять две стадии рынка. Это диапазон или трендовое движение. Сначала мы определим, что такое трендовое движение. Это планомерное повышение хаев и лоев. То есть это абсолютная классика, которую, я думаю, что большинство людей, которые уже ознакомливались с определениями там тренда, они в принципе ее знают. То есть это в случае лонговой истории. Если мы берем шортовую историю, то это понижение лоев и хаев. Вот таким образом мы можем определить шортовый или лонговый тренд. В тот момент, когда у нас обновляется последний хай в случае шортового тренда, мы можем констатировать факт, что здесь произошла смена тренда на лонговый. В этом случае, например, пробой последнего лоу восходящего движения, это будет означать смену тренда с лонгового на шортовый. То есть это та классика, которую, в принципе, достаточно просто понять и быстро найти информацию про это. Спустя время вот такая банальная информация переросла уже в более какие-то определенные концепции. Если вы, например, знакомы с концепцией Smart Money, там это определяется как имеет определенные термины, но смысл остается таким же. То есть это смена структуры, тут появляется уровень, и те, кто торгует концепцию Smart Money, они там будут искать вход, например, от имбаланса или от ордер блока и торговать уже на откате какие-то шортовые сделки в этом случае. Если мы берем технический анализ, то адепты технического анализа здесь пытаются увидеть там еще одно плечо, и потом на каком-то там тесте определенного уровня уже технического присоединиться к сделке. Поэтому в целом логика одна и та же, просто названа немножко другими словами. Так как мы адепты анализа объемов, мы будем пытаться найти вот при этой смене структуры рынка, будем пытаться найти какие-либо всплески объема и, собственно, ретесты этого объема. Но это немножко попозже. Поэтому для того, чтобы понять, что мы хотим видеть, мы сначала определяем для нас, что такое тренд. И после того, как мы определили, что такое тренд, мы можем определить для себя, как происходит разворот. То есть это обновление последнего лоу в случае, повторюсь, лонгового импульса, лонгового тренда, и обновление последнего хая в нисходящих точках, как смену с шортового тренда на лонговый. То есть мы определили тренд и определили, как изменяется этот тренд. Диапазон будет у нас происходить, определение фазы диапазона будет происходить в тот момент, когда после обновления, вот, например, вот этого последнего лоу, мы будем видеть откат и не продолжение планомерного движения. То есть, если мы видим вот этот откат, мы должны увидеть для себя определение шортового тренда, это понижение лоев, хаев. Вот, таким образом. Если мы этого не видим,
и, и после обновления мы видим возврат, то есть откат, и не видим планомерное развитие событий, которое мы определили для себя как шортовый тренд, а мы видим какую-то вот такую ситуацию. То есть когда все находится в рамках не обновления последнего хая, точнее вот он был здесь, не обновления последнего хая и не обновления того лоу, который создал слом структуры, мы для себя можем определить, что здесь мы находимся в диапазоне. Сейчас мы не будем очень глубоко копать в анализ контекста рынка с визуальной точки зрения, то есть нам нужно определить та ситуация, когда у нас на рынке происходит тренд. Мы хотим присоединиться к тренду. И для того, чтобы понять, что сейчас происходит диапазон, то есть вот этого будет достаточно, но какие-то торговые стратегии в диапазоне там и так далее мы сегодня рассматривать не будем. Нам нужно для себя зафиксировать, повторюсь, две вещи. Как определить тренд и как определить разворот. И далее мы посмотрим, как мы можем присоединяться или к тренду, или присоединяться к развороту на его ранних. Если мы сейчас с вами перейдем на 5-минутный график, в принципе, мы можем то же самое, что я вам сейчас показал. Вот с карандашиком мы можем то же самое попробовать найти и на обычном свечном графике. То есть мы можем вот так вот строить это все. Вот, зафиксировать здесь какой-то слом структуры, видеть тут ретесты тех или иных уровней. И в принципе делать все то же самое, что обычно делают люди при определении структуры рынка. И в целом проблемы здесь нету. Но так как у нас есть возможность с помощью платформы ATAS более удобно визуализировать для себя эти данные, то мы можем получить следующую картинку. Давайте вернем 10 дней. То есть, по сути, мы видим то же самое. Но вот обратите внимание, что даже при первом взгляде мы можем более четко для себя фиксировать какие-либо волны. То есть мы определяем вот хаи лои, и мы можем для себя более четко и быстро формировать эти волны. Поэтому Range XP график в первую очередь нам нужен, даже вот в таком формате отдаленного какого-то масштаба, он нам нужен для того, чтобы более понятно и четко формировать для себя и определять структуру рынка. Вот. То есть, когда мы видим какой-то пробой определенный, у нас есть четкий уровень, и конкретно на графиках альтернативных типов графика это определять чаще всего при должной насмотренности за такими графиками становится намного легче. Давайте теперь немножко более детальнее рассмотрим вот ту картинку теоретическую, которую я показал, а именно нисходящее движение, слом структуры, ретест и какой-то последующий набор позиций крупным игроком и последующее развитие уже, например, лонгового тренда. То есть вот эта формация, она выглядит обычно следующим образом. Происходит какой-то определенный откат. Люди могут здесь начинать заходить, особенно если здесь какой-то уровень, заходить здесь в лонговые позиции, то есть импульс вверх чаще всего воспринимается участниками рынка как что-то, к чему нужно присоединяться в сторону лонгов, импульс вниз, как то, что к чему стоит присоединяться в сторону шортов. Когда мы видим такую ситуацию и потом последующее обновление вот этого хая, лоу в этом случае, то чаще всего мы будем видеть здесь какой-то, мы можем предположить, что это было снятие стоп-лоссов людей, которые заходили здесь в лонговые позиции, а после снятия, любое снятие стопов это донабор позиций в обратную сторону. Поэтому, когда мы видим вот такую ситуацию и последующий слом вот этой структуры, мы можем предположить, что вот эта зона для нас является зоной поддержки, да, то есть даже вне зависимости от того, что здесь был какой-то уровень. Окей, если с этим все понятно, то мы должны перейти и выбрать для себя какую-то определенную концепцию. Если вы знакомы с концепцией Smart Money, то люди, когда видят вот такой вот слом структуры, трейдеры, которые используют Smart Money, они для себя определяют зоны с помощью там некоторых формаций, имбаланса, ордер-блока. Не будем сейчас уходить в разбор этих концепций, но в целом это определенные свечки, которые подходят под определенные параметры, и такие трейдеры ждут ретест этих свечек и после чего заходят в позицию. Мы будем делать то же самое, только не используя определенный вид каких-то свечек, мы такую структуру будем использовать с помощью профиля объема. То есть мы будем ее фильтровать и понимать, подходит это нам или нет. Давайте сначала просто рассмотрим визуально график Range XP на нахождение вот таких вот формаций в чисто визуальном представлении. Давайте, предположим, возьмем вот этот импульс.
есть мы берем определенный high, определенный low, у нас есть импульс. Мы видим, что он развивается здесь вот таким образом. Я забыл еще проговорить вот эти треугольники на графике, вы можете видеть. Тут вот эта большая свечка, она должна иметь, то есть если разворотная свеча имеет в 2 раза больше размер от трендовой, то есть маленькая свечка 6 тиков, разворотная имеет 12, то вот эта большая должна иметь 24 тика, и таким образом мы получаем дополнительную фильтрацию объемов. То есть на 5-минутном графике мы здесь какую-то будем видеть вот такую историю, там прямоугольную с выносами и всему остальному, то на RangeXV графике мы будем видеть просто такой вот треугольничек и будем для себя понимать, что в принципе в этом треугольнике мы не хотим торговать, и в принципе мы даже технически не можем там принять какое-то торговое решение, потому что мы не видим там вид свечей и так далее. Вот. Но чисто структурно такой треугольник означает как бы откат. Поэтому если мы рассматриваем вот этот импульс, который я обозначил вот отсюда до сюда, то мы рассматриваем его как вот такое вот планомерное движение с понижением лоев и хаев. В тот момент, когда у нас происходит слом структуры, вот здесь вот мы фиксируем для себя, что вот этот шортовый тренд меняется на лонговый. И если мы торговали бы, например, концепцию Smart Money, мы бы здесь бы построили для себя уровень какой-то. Кстати, такие трейдеры используют обычные временные чарты, поэтому здесь пример я привести не смогу, но, грубо говоря, определяется какая-то определенная зона. Если торгуется просто обычный технический анализ, то можно там определить какую-то трендовую и тут ждать ее ретест. Можно определить какой-то именно уровень пробоя и от него ждать реакции. Но так как мы используем продвинутые методы анализа, мы можем вот такую визуализацию RangeXV чарта проверить и конкретно вот этой формации разворота рынка мы можем проверить через профиль объема. То есть мы просто стандартно нажимаем кнопочку F3 или выбираем, давайте стандартно это кнопка F3, берем для себя вот таким образом, строим профиль объема. Или вы можете вот через этот карандаш выбрать вот Market Profile NTPO. То есть то же самое можно построить профиль, но на объем. Таким образом мы видим, определяем для себя, что в этом импульсе был накоплен объем вот здесь вот. А накопленный объем это чаще всего может быть какой-то набор позиций крупным игроком в борьбе с большинством участников. Ну, точнее, это нельзя назвать прям борьбой. Ну, взаимодействие участников рынка мы можем назвать предположительно противостоянием. И вот в этом противостоянии, когда набирается объем и происходит какой-то выход вниз, а потом происходит разворот и пробой этого объема, мы для себя это определяем как формацию, при которой этот участник рынка победил, потому что все-таки цена вышла уже вверх, а вот эту часть мы воспринимаем для себя как манипуляцию. Эту логику, повторюсь, можно прослеживать абсолютно в любом виде анализа, в любых концепциях. Но для того, чтобы не предполагать, что там происходят какие-то реакции на технические уровни, мы можем таким образом просто для себя обозначить уровень максимального объема и четко построить для себя, что именно от уровня максимального объема мы хотим увидеть какую-то реакцию. Так как нахождение реакции на уровень это тема для отдельного вебинара, то здесь мы можем хотя бы просто увидеть, что при ретесте этого уровня просто визуально происходит сигнальная свеча с точки зрения самого рейндж графика. То есть любая разворотная свечка, она может нам говорить о каком-то развороте, что мы видим здесь и сейчас. Вот. Если мы попробуем обобщить эту тему, то нам, получается, нужно находить на RangeXV графиках те импульсы, ради которых мы, собственно, используем RangeXV график, для того, чтобы импульсы были очевидны, и просто строить по ним вот такой вот профиль объема, для того, чтобы, повторюсь, увидеть вот такую ситуацию. То есть нисходящее движение в случае шорта с понижением хаев-лоев, нахождение объема в этом импульсе, потом пробой из этого объема, то есть выход из этого объема вниз, и потом возврат вверх, и ретест максимального уровня объема в этом импульсе с обратной стороны. Когда мы говорим о ретесте, да, мы можем использовать различные индикаторы, мы можем использовать кластерный анализ и так далее, но конкретно сейчас в теме просто реакции на какой-либо уровень мы будем рассматривать просто обычные разворотные свечки графика RangeXV для подтверждения той или иной реакции.
Вот. Если мы посмотрим график М5, конечно же, мы можем делать абсолютно то же самое. Мы можем рассматривать определенные импульсы, находить какой-то объем в этих импульсах. То есть, да, если мы берем вот этот импульс отсюда до сюда, у нас точно так же есть объем, мы точно так же видим похожую концепцию, то есть выход вниз из объема, ретест, повторный ретест и потом разворот. Если бы мы не использовали профиль объема, то есть мы бы это могли бы предположить как такую проторговку, выход вверх, то есть тут не совсем красивый сетап, но в целом происходит примерно все то же самое. Объем — это тест этого уровня и последующее развитие событий. Но чисто визуально, если вы пробежитесь вот так вот по 5-минутному графику, то есть, например, то же самое. У нас есть восходящее движение, проторговка, выход из проторговки вверх, потом вниз, и вот ретест уровня его с последующим развитием событий. Но если с определением конкретно уровня для ретеста и подтверждения концепции слома структуры в принципе все понятно, его можно как бы находить без проблем при определенной насмотренности и на временных таймфреймах, то вот с реакцией становится немножко сложнее, потому что если мы рассматриваем реакцию как реакцию японские свечки, то они чаще всего могут иметь разный вид, разную волатильность, а соответственно разный размер стоп-лосса. Для того, чтобы этого не происходило, мы как раз таки используем Range XV Chart для того, чтобы у нас всегда была очевидная и одинаковая реакция, а когда мы сюда еще присоединим кластерный объем, то мы будем видеть примерно одни и те же повторяющиеся формации при тесте того или иного уровня. Поэтому я просто ни в коем случае не хочу сложить такое впечатление, что вот похожую концепцию нужно использовать только на Range XV чартах. Нет, это можно делать и на привычных вам там M5, M30, H1, то есть стандартных графиках, но с какими-то такими деталями, которые вы должны для себя определять. Поэтому сейчас далее давайте просто посмотрим, немножко такое проведем бэктест-сессию базовую, как можно определять таким образом развороты рынка, как можно. Перед этим просто еще не хотелось бы добавить несколько уточнений о том, что когда вы используете профиль объема и натягиваете этот профиль объема на определенный импульс, для того, чтобы увидеть пробой этого объема и его ретест, желательно, чтобы этот объем находился или в нижней части, или хотя бы в нижней его половине. То есть, если мы разделим вот так вот этот импульс, то максимальный объем и вообще в целом накопление объема должно находиться внизу, потому что это будет определенным распределением на рынке, да, то есть мы знаем, что рынок ходит от объема к объему, то есть накопленный объем внизу, он распределяется вверху, накопленный объем вверху, дистрибуция, она распределяется, точнее аккумуляция, правильнее будет назвать ее так, аккумуляция вверху будет распределяться внизу, то есть таким образом. И в тот момент, когда вы видите, что у вас здесь объем находится внизу, вы также можете предположить, что происходит сейчас распределение и накопление позиций в обратную сторону. То есть любое распределение в одну сторону — это накопление в другую сторону. И в том случае, когда вы будете импульсы видеть, когда у вас объем остается все равно внизу, да, окей, вы здесь можете там найти какой-то все равно кластерный всплеск, вы можете увидеть здесь там зону пониженного объема, опять-таки тоже детали и профиля объема, и вы можете в принципе рассматривать такую же структуру входа, но вы должны понимать, что у вас над вами будет висеть чья-то потенциальная позиция, в которую вы можете просто не успеть зафиксироваться, или в целом цена может даже до туда не успеть дойти, и эта позиция будет идти распределяться дальше. И вы будете видеть примерно такую ситуацию и находиться в убытке. Вот. Поэтому, если мы говорим о нахождении объема в этом импульсе, чаще всего он должен быть для вас конкретно в нижней половине в случае разворота в лонг и в верхней половине в случае разворота в шорт. Теперь давайте проделаем похожую историю, просто с фиксированием профиля объема на импульсах, и будем смотреть, как цена на эти уровни реагировала. Смотрите, вот здесь вот история. То есть, если мы же не видим потенциально, то есть эту историю. Если мы, например, находимся в данный момент рынка вот здесь вот, да, там начинается какое-то планомерное движение вверх, мы вот так вот начинаем тянуть профиль объема. И видим, как смещаются объемы с нижней стороны, с нижней части в верхнюю. Вот мы видели смещение объема. Вот. То есть цена уже
уже перенесла объем вверх. После того, как мы видим реакцию еще вот здесь, вот, то есть мы не видим импульса вниз и какой-то слома структуры, мы продолжаем тянуть этот объем сюда, то есть мы видим, что объем уже не смещается, но цена сделала импульс вверх. То есть если мы будем рассматривать ту ситуацию, которую мы рисовали до этого, мы видим вот эту формацию. Накопление объема, импульс вверх и потом пробой этого уровня. Давайте удалим вот этот профиль. То есть вот эта свечка закрывается уже ниже, и мы как бы видим уже нашу формацию. Проторговка, выход вверх, закрытие вниз. И тут мы видим ретест и закрытие опять-таки цены вниз. Здесь, когда ретест происходит вот такой вот этим вот треугольником, да, здесь вход немножко получается потенциально с большим стопом, да, то есть если вы заходите по маркету, у вас стоп-лосс получится такой, и в целом это не очень хорошая история. То есть чаще всего лучше видеть реакцию на уровень обычной разворотной свечкой, и у вас стоп-лосс будет там, в этом случае там, всего лишь 0,04%, а в этом случае у вас он был бы в 2 раза больше, там, практически в 2 раза больше 0,7. Поэтому лучше смотреть реакцию вот так вот. Но чисто технически, мы сейчас не говорим конкретно про точки входа, мы видим реакцию на этот объем и определенную историю с развитием шортового импульса. После чего вы точно так же, когда видите это, начинаете тянуть профиль вот так вот вниз, видите опять смещение, опять пробой, опять ретест, опять пошли дальше. Вот, и таким образом у вас получается пинг-понг, за которым вы таким следуете за распределением и накоплением в разных фазах рынка. Давайте попробуем проделывать те же итерации чуть-чуть определенное количество времени дальше. Смотрим вот здесь вот. Вот это та история, которую я озвучивал перед этим. У вас есть импульс, но цена, объем не смещается вниз. И да, здесь можно найти точку входа без максимального объема. Вы можете разделять профиль объема вот таким образом. Вот у вас есть три в принципе зоны накопления. И окей, даже если максимально было здесь, то все равно определенное накопление объема было и тут. Мы видим пробой, ретест и развитие событий. Но вот эту ситуацию лучше не брать. Если вы новичок и еще не работали с профилем объема, вам желательно видеть конкретно максимальный объем в этом импульсе для нахождения сделок. То есть не рассматривать там нижнюю границу зоны стоимости, верхнюю границу. В целом это делать можно, если у вас уже опыт есть работы, но на начальных этапах не стоит. Мы видим точно такой же разворот дальше. Но если мы повторимся, рассматриваем какие-то начальные этапы такого анализа, то здесь объем остался вверху, мы его все-таки здесь пробили, был все-таки дальше ретест, но эта сделка уже имела более ограниченный потенциал, чем если это был бы ретест вот тут, то есть вот от этой зоны стоимости. Вот, так, посмотрим дальше. Здесь происходит то же самое. Мы начинаем тянуть профиль, смотрим смещение объема вот здесь вот вверх, то есть здесь всего, скорее всего, какой-то кластер выскочил. После этого мы видим уход цены вверх, то есть это выглядит вот так вот. Уход вверх и закрытие цены ниже, то есть на вот этой свечке. И обратите внимание, что вот эта свечка, она тенью тестирует этот уровень и закрывается дальше еще ниже. То есть это потенциально тоже можно рассматривать как реакцию. Это некрасивая реакция, которую мы хотели бы увидеть, как вот из истории вот здесь вот, да, то есть здесь объем, и здесь очень понятный тест, но так как мы не рассматриваем сейчас конкретно точки входа, то реакцию, даже такую, мы технически тоже должны воспринимать. То мы смотрим импульс, так, это я не то нажал, F3. Если мы рассмотрим этот импульс, вот у нас есть смещение, вниз есть импульс, выход, но нету реакции. Продолжаем тянуть профиль дальше. То же самое, есть объем, выход вверх, пробой, нету реакции. Смотрим дальше. Здесь то же самое. Есть объем, выход вниз. И вот как только цена закрывается выше этого уровня, мы видим уже реакцию здесь, вот тенью, закрытие выше и тоже какой-то потенциал. Опять-таки, не очень книжная ситуация, которую хотелось бы торговать. Книжную в плане такую репрезентативную, но технически имеет место быть. Смотрим этот импульс. Тут можно поступить двумя вариантами. Первый — это начинать рассматривать профиль вот отсюда, то есть вот таким вот образом. Но все-таки мы этот импульс можем разделить на два более локальных и рассмотреть импульс таким образом. То есть вот
У нас есть один импульс и второй. Ну и также у нас есть еще третий вот здесь вот таким образом. То есть я бы сделал бы это вот так. Мы здесь можем увидеть уже трендовый тест, мы здесь можем видеть пробой этого уровня, но это уже детали. В целом нас интересует конкретно этот уровень, из которого мы вышли вверх, закрылись ниже, и тут, к сожалению, цена чуть-чуть не дошла, а затестила только вот эту зону. То есть, да, мы хотим идеально увидеть тест максимального объема, но цена будет достаточно часто тестировать просто зону стоимости, вот эту. Это та зона, в которой накоплено 70% объема, то есть вот этого импульса. И таким образом вы не всегда увидите красивый ретест именно точки контроля максимального уровня в этой зоне стоимости. Такое тоже бывает. Видим дальше импульс. Посмотрим, что у нас есть еще. Здесь точно так же, смотрите. У нас есть нисходящий импульс вниз. Мы тянем профиль, видим смещение объемов вот в этот момент. У нас происходит потом импульс вниз, и мы уходим вверх. То есть все, у нас есть уровень, мы хотим от него искать лонговые точки входа. Красивого теста здесь не происходит. Если мы посмотрим на объем, то у нас как бы и сами границы зоны стоимости достаточно широкие, поэтому это не очень торгуемая история. Если посмотрим более локально, можем определить для себя вот тут вот уровень, на который была реакция. Но в целом достаточно большая зона для того, чтобы искать от нее какие-то трейды в сторону лонгов. Поэтому здесь мы можем для себя определить только уровень максимального объема и как бы просто подождать реакцию. Да, мы здесь ее видим. Это очень красивая торговая ситуация, но она немножко не подходит под тайминги, потому что у вас уже здесь было определенное распределение. Мы тут уже посмотрели шортовые сделки, которые можно было бы взять. И поэтому ответить однозначно на вопрос, стоит ли брать вот такие трейды, когда тестируется какой-то максимальный уровень импульса в ситуации, которая была достаточно большое количество времени назад. То есть в рамках интрадея это было здесь 4 часа дня, а это было в 2 часа дня. То есть уже прошло 2 часа дня, за которые произошло уже несколько других торговых формаций. Брать или не брать такие сделки конкретно в рамках этого метода, я вам не подскажу. Единственное, что если вы знакомы с анализом кластерных графиков, то если у вас здесь какой-то сильный паттерн там по дельте или по объему, или всплеск, или там ленту вы смотрите в этот момент, и если вы видите эту реакцию, то, конечно же, этот паттерн эту ситуацию можно было бы рассматривать. Но в рамках просто обычного теста и вот конкретно реакции на рейндж-XV графиках, это недостаточно хорошая сделка. Вот. Так, тут рассматриваем. Тут смещение объема у нас не произошло. Мы, кстати, вот эту историю разворота мы увидели на тесте предыдущего объема. Тут, скорее всего, был какой-то сильный кластерный всплеск и был просто ретест. Поэтому здесь истории с распределением, накоплением мы не видим. Если посмотрим вот этот нисходящий импульс, вот здесь уже более красиво. То есть мы видим импульс, вот он, накопление, выход вниз, пробой вверх. После пробоя вверх мы решили цена решила пойти чуть-чуть глубже, опять сделать еще небольшой откат. И вот здесь вот мы видим, что у нас вот эта свечка тестирует уровень и в принципе тоже является хорошим триггером для входа в сделку. Но пока сейчас про триггеры поговорим попозже. Вот, и таким образом вы можете, просто увидев этот метод, рассмотреть для себя каждый импульс по торгуемому вам инструменту и принять решение, подходит такой метод или нет для интеграции его в вашу торговую стратегию. В целом вы можете таким образом протестить очень большое количество данных, но не хотелось бы слишком много уделять времени именно бэктесту, потому что это вы можете сделать самостоятельно. Давайте теперь посмотрим, в каком случае нам важно видеть реакцию. То есть мы для себя обозначили, что если мы хотя бы на рейндж-XV чарте видим просто появление разворотной свечки при ретесте уровня, мы уже это можем воспринимать как триггер для входа в сделку. Если вы проанализировали перед этим самостоятельно рынок, у вас тут есть какой-то глобальный уровень, да, то есть вы понимаете, что вы ждете реакцию, то вот эта ситуация – это отличный пример того, какую реакцию стоит видеть на
там, уровней старшего фрейма. Вот. Поэтому даже обычного закрытия, повторюсь, разворотной свечки появления будет уже достаточно. Но если вы хотите более глубоко вникнуть в контекст происходящего на рынке, я рекомендую вам использовать кластерные объемы, то есть анализировать не только визуальную свечку, а их содержание. Для этого вам было бы хорошо, опять-таки, скопировать этот график. Можете просто так его разместить половинкой, полам, и посмотреть, что происходит именно в кластерах на ретесте этого уровня. Не переживайте, если вы видите первый раз кластерный график, у нас будет следующее видео, точнее вы уже ранее на канале можете найти видео, которые описывают, как именно нужно смотреть реакцию на тот или иной уровень с помощью кластеров. Но в целом в рамках конкретно этого теста этих уровней будет записан еще отдельный вебинар касательно именно кластерных. Вот, и когда мы на левом графике видим, построили для себя уровень, мы видим ретест этого уровня, мы для себя видим в кластерах уже следующую картинку, что при ретесте этого уровня мы видим всплеск дельты. То есть мы, да, понятно, здесь дело, она очень была ярко выражена, дельта продавца, маркет продавца, но так как мы здесь, нас не интересует какой-то уровень, да, мы ждем конкретно отсюда, мы на нее внимания не обращаем, единственное, что смотрим реакцию, что вдруг здесь будет какая-то защита этого уровня, но это уже опять-таки детали. Конкретно при ретесте этого уровня мы видим всплеск такой же дельты, то есть если мы видим обычные значения дельты, здесь там 4К, 3К, 4000, 1000, то есть такое, то конкретно при ретесте этого уровня мы видим всплеск в 7000, в 9000, и после этого цена закрывается выше этих кластеров. То есть, если вы не знакомы со сведением ордеров, простыми словами, здесь продавец, маркет-продавец прикладывал усилия, и у него не получилось. То есть даже при приложение усилий маркет продавцом, цена все равно не идет вниз, она разворачивается и идет вверх. То есть, когда мы видим закрытие вот этих свечек, для нас это означает, что продавец победил, точнее продавец проиграл и победил покупатель. Мы хотим, с учетом того, что это происходит еще на уровне более глобальном, то есть вот это контекст, а вот это уже локальная ситуация. Мы можем это для себя воспринимать как определенные триггеры для входа в лонговую сделку. Как именно заходить можно в лонговую сделку в этом случае? Самый элементарный вариант при закрытии свечки выше, просто заходить по маркету со стоп-лоссом сюда. Если вы торгуете лимитными ордерами, вы можете просто ставить лимитный ордер на самый верхний кластер такой сигнальной свечки со стоп-лоссом сюда, или разбивать позицию, там, поставить первый лимитный ордер сюда наполовину и второй лимитный ордер сюда. Таким образом, чуть-чуть улучшить свою точку входа. И таким образом уже присоединяться к вот этому развороту и ожидать какой-то определенный потенциал. Если мы говорим про то, как закрывать позицию, это тоже тема для отдельного вебинара. Нам нужно будет рассмотреть кластерные формации, там, кульминации движения и так далее. Но самый простой вариант — это держать позицию до тех пор, пока мы не увидим смещение объема, то есть разворот по профилю объема уже текущего импульса. То есть, если мы, давайте кластерный график уберем, если мы вот здесь вот зашли в лонг, мы точно так же начинаем тянуть профиль и ждать распределения объема. То есть мы видим, что распределение объема вот в этот момент у нас начинается. И вот в этот момент вы можете зафиксировать часть позиции или зафиксировать ее полностью и смотреть на развитие событий дальше. То есть в этом случае произошел определенный откат, и цена продолжила еще импульс, но как бы импульс затянуть до самого конца бывает иногда достаточно сложно. Поэтому, если вы здесь бы зафиксировали часть, поставили бы, например, стоп-лосс в безубыток и продолжили бы находиться в позиции, то вы просто бы продолжили бы вот так вот тянуть профиль объема и ожидать такого же смещения объемов, то есть кульминации. И оно у вас бы произошло, ну то есть в рамках такого импульса вообще бы не произошло смещение. То есть мы видим здесь еще повторный ретест и дальше уже какой-то этот. Но
Здесь проблема на самом деле просто в том, что вы входили в рамках, ну то есть мы рассматриваем этот вход в рамках какого-то локального импульса, и вот такую большую историю, в принципе, тянуть не было бы смысла рассматривать именно большой импульс. Поэтому если вы не видите смещения, то есть вы находитесь в объеме, в позиции вот здесь, но не видите смещения объема вверх, то вам нужно просто разделить этот большой импульс на несколько маленьких. То есть после отката вы видите вот. Да, здесь, к сожалению, пример не очень хороший, но здесь мы просто не видим смещения максимального объема, но вот эта история вам должна была бы намекнуть про то, что этот объем, скорее всего, уже распределился вот здесь. Просто не в полной мере мы не видим конкретно смещения максимального объема. И закрыть позицию где-то при ретесте уже этого объема, то есть мы видим уже обратную формацию в этом случае, просто без ретеста максимального объема, это могло бы подсказать нам о том, что позицию можно прикрыть, а вообще можно и переворачиваться уже. Но, повторюсь, это уже для более продвинутого уровня. Тут нужно смотреть уже кластера, если максимальный объем находится не здесь. И в целом использовать ту же самую формацию. Вот. Почему здесь объем не смещался? Потому что здесь было закрытие сессии, и мы, вероятнее всего, если посмотрим кластера, мы здесь увидим всплеск именно кластерного объема, то есть не какое-то накопление, да, там, в рамках одного диапазона, а просто в одной свечке там пару кластеров. Мы, в принципе, можем это посмотреть. Да, вот видите, у нас средний объем тут максимально 4000, 7000, там 14, 16, а конкретно по этому уровню у нас тут в одном кластере было проторговано 57 тысяч контрактов монет. Вот поэтому, конечно, ожидать распределения именно этого объема не всегда получится в красивом виде, именно со смещением максимального объема. В принципе, по этой теме мне добавить больше нечего. Этой информации абсолютно достаточно для того, чтобы просто заложить какую-то базу, для того, чтобы вы могли начать присматриваться к Rangexp графикам, к профилю объема, к тому, как и где находить точки входа, как это интегрировать в свою торговую стратегию. Вот конкретно этого сейчас достаточно. В следующем вебинаре мы обязательно рассмотрим детальную историю с кластерными графиками, поговорим немножко о сложной теме сведения ордеров, что такое кластерный график, почему он нам тоже нужен, почему мы не можем смотреть просто реакцию, вот реакцию свечную, которую я показал перед этим, и немножко углубимся в такое общее понимание, как анализ потока ордеров и так далее. Профиль объема — это тоже определенная визуализация потока ордеров. Мы сегодня, в принципе, сегодня можно было бы обсудить сведение ордеров, но так как это большая тема, не хотелось занимать слишком большое время. В принципе, вы можете до следующего вебинара постараться изучить эту тему самостоятельно. И если что, задать вопросы в том же телеграм-канале, не в телеграм-канале, в телеграм-группе нашей, на ссылку на которую я прикреплю. Если у вас остались вопросы абсолютно любые касательно этой темы, точно так же переходите в телеграм-группу, и мы можем с вами пообщаться. Вот, и для того, чтобы не пропустить выход следующих вебинаров и других вебинаров от участников нашей команды, настоятельно рекомендую подписаться на YouTube канал. Контент у нас выходит очень полезный, без какого-то спама и какой-то ненужной информации, поэтому старайтесь его не пропускать, чтобы понимать общую информацию, которую мы пытаемся вам донести. Все, всем спасибо за внимание и остаемся с вами на связи.